Мужчина заходит в супермаркет, одетый только в подгузник для пожилых людей. Все смеялись и шутили, но один из продавцов проследовал за ним и обнаружил то, что и представить себе не мог. Гарри пришел на работу тем утром, чувствуя знакомую тяжесть очередного рабочего дня в супермаркете. Вскоре начала прибывать первая волна клиентов, у каждого из которых были свои требования и особенности. Гарри старался сохранять позитивный настрой, несмотря на уныние, которое часто сопровождало его во время смены. Он знал, что, несмотря ни на что, эта работа необходима для поддержания его семьи. Однако спокойствие было внезапно нарушено, когда к нему твердым шагом подошел его босс Франк с выражением крайнего недовольства на лице. «Гарри, ты случайно не дурак? Как ты мог ошибиться с деньгами? Ты что, не заметил, что вчера закрыл кассу, не досчитавшись 5 центов? Это недопустимо!» Голос мужчины эхом разнесся по супермаркету, привлекая любопытные взгляды покупателей и других сотрудников. Кассир почувствовал, что съеживается от унижения, и пробормотал извинения. Он ненавидел эту работу. Он ненавидел то, как с ним обращались, но реальность его финансового положения не было места для гордости или другого выбора. Необходимость заботиться о сыне и жене была для него превыше всего, и он был готов на все, чтобы обеспечить их благополучие. День тянулся, и Гарри не мог не погрузиться в мысли о своей жизни, потому что он ненавидел каждую минуту своей работы. Он подумал о своем двухлетнем сыне, причине его ежедневных трудностей и о своей жене, которая была его незыблемой опорой. Вскоре по рядам супермаркета пронесся шепот, привлекший внимание Гарри. Комментарии и приглушенный смех становились все громче по направлению к выходу. «Смотрите, он должно быть сумасшедший. Он сбежал из психиатрической лечебницы». Подобные комментарии раздавались среди покупателей, в то время как другие добавляли свои собственные унизительные замечания. Любопытство заставило кассира на мгновение покинуть свой пост, пытаясь понять причину переполоха. Добравшись до места, привлекшего всеобщее внимание, мужчина оказался свидетелем сцены, которую он никак не ожидал увидеть. Пожилой мужчина с выражением растерянности и дискомфорта на лице прогуливался по рынку, одетый только в гериатрический подгузник. Контраст между его уязвимостью и враждебным окружением, которое его окружало, был шокирующим. Когда волна смеха и неуважительных комментариев усилилась, Гарри почувствовал, как у него болезненно сжалось сердце. Несмотря на свое скромное положение, он понимал, что не может просто стоять в стороне перед лицом такой бесчеловечности. «Эй, не смейтесь! Это неправильно!» Он вмешался, пытаясь перекричать хор насмешек. Но к его разочарованию его слова, казалось, не находили внимания. Безразличие, с которым он пытался разрядить ситуацию, только усиливало охватившее его чувство беспомощности. Эта сцена стала жестоким отражением недостатков, которыми пропитано общество. Болезненное напоминание о том, как быстро люди готовы были пренебречь человечностью других в угоду злобному веселью. Это был решающий момент не только для старика, но и для Гарри, который оказался перед выбором. Каким человеком он хочет быть перед лицом такой несправедливости? Старик, совершенно не обращая внимания на смех и злобные взгляды, продолжил свои покупки, совершенно не смущаясь того, что на нем был только подгузник. Никто не подошел к нему, чтобы помочь, предпочитая перешептываться между собой. Но когда он подошел к кассе, то обнаружил длинную очередь, и никто, казалось, не хотел ему помочь. Именно тогда Гарри, проявляя сочувствие и уважение, вмешался. «Извините, не могли бы вы пропустить этого джентльмена, пожалуйста?» Он попросил других покупателей, взывая их к здравому смыслу. «Доброе утро, сэр. Позволь мне помочь вам с покупками», сказал он, обращаясь к нему с добротой, которой заслуживает каждый. Вопреки тому, что многие могли ожидать, он был в полном сознании,
И ничто не указывало на то, что он страдает слабоумием или спутанностью сознания. «Доброе утро, молодой человек. Большое вам спасибо», — ответил пожилой мужчина. Гарри начал просматривать товары, но не смог сдержать любопытство. Тогда он спросил: «С вами все в порядке, сэр? Я извиняюсь за поведение моих коллег». «Я в порядке, молодой человек», — ответил джентльмен, и в его голосе звучало спокойствие, которое резко контрастировало с хаосом вокруг него. Он расплатился за покупки и ушел, оставив кассира разбираться с последствиями своего доброго поступка. Не прошло и 5 минут, как появился Франк, на лице которого была написана ярость. «Гарри, мне сказали, что ты заставил всех в этой очереди пропустить перед собой старика в подгузнике», — спросил он достаточно громко, чтобы привлечь всеобщее внимание. Босс не видел старика. Он слышал только жалобы от клиентов и сотрудников. «Но у него было предпочтение, сэр. Он был пожилым». Кассир попытался оправдаться, его голос был твердым, но в нем слышалось разочарование. Если этот старик хотел, он должен был встать в очередь льготников. «Ты все делаешь неправильно, идиот», — рявкнул начальник, каждое слово которого было как удар по и без того пошатнувшейся самооценке Гарри. Это стало последней каплей для кассира. «Знаешь что, Франк, ты мне надоел. Я ненавижу эту работу». Он громко закричал, и в его голосе смешались гнев и облегчение. После этих слов Гарри встал, покинул свой пост и вышел из магазина под удивленными взглядами присутствующих. Снаружи его встретил прохладный дневной ветерок, приятный контраст с удушающим жаром конфликта, который он оставил позади. И в этот момент он увидел на другой стороне улицы старика в подгузнике, который вызвал столько эмоций. Движимый любопытством, Гарри решил последовать за стариком, делая один неуверенный шаг за другим. Это был переломный момент не только для него, но, возможно, и для них обоих. Старик шел на удивление быстрым шагом, несмотря на свой хрупкий вид и пронизывающий холод. Люди на улице бросали на него самые разные взгляды, от безразличия до удивления, когда видели, что на нем нет ничего, кроме подгузника. «Подождите, сэр. Пожалуйста, наденьте мое пальто. Вам слишком холодно в таком виде», — сказал кассир, добравшись до него. Старик, у которого ноги дрожали от холода, посмотрел на него с выражением удивления и облегчения на лице. Гарри не стал дожидаться ответа. Быстрым и осторожным движением он завернул старика в свое пальто, прикрыв его тело. «Спасибо, молодой человек. Вы очень добры», — сказал мужчина, его голос дрожал не только от холода, но и от волнения, что он нашел доброту в этом равнодушном мире. «Это меньшее, что я могу сделать. Могу я проводить вас домой?» С неподдельным беспокойством предложил молодой человек. Старик кивнул с легкой улыбкой, еще раз поблагодарив его. Пока они шли, Гарри спросил: «Как вас зовут, сэр?» пытаясь завязать разговор, чтобы получше узнать человека, которому он помог. «Меня зовут Артур, а вас, молодой человек?» «Меня зовут Гарри», — он ответил с улыбкой. «Извините, что спрашиваю, но что произошло сегодня? Почему на вас только подгузник?» Артур вздохнул, и этот звук был полон невысказанных историй. «Ах, молодой человек, иногда жизнь требует, чтобы мы совершали абсурдные поступки, чтобы посмотреть, можно ли что-то изменить». Гарри ничего не понимал, но испытывал к старику смесь любопытства и уважения. Тогда старик спросил его, почему он ушел с магазина, ведь он работал. «О, я больше не выношу своего начальника. Он очень невежественный и ругается на всех сотрудников без причины. Очевидно, что магазин скоро обанкротится, а он ничего не делает, чтобы помочь исправить ситуацию», — сказал кассир. «И что бы вы сделали, если бы могли это изменить?» — спросил джентльмен. Затем Гарри рассказал обо всех возможных планах, которые у него были, о том, как он мог бы относиться ко всем и как он вернул бы магазину былую славу.
Это были действительно очень хорошие идеи. Когда они приблизились к дому старика, Гарри резко остановился. Его глаза расширились от шока. Перед ним стоял дом его босса Франка, и это открытие поразило его. Но как это было возможно? Кассир неподвижно стоял на тротуаре, все еще пытаясь осмыслить тот поворот судьбы. Стоявший рядом с ним мистер Артур, за кажущейся хрупкостью которого скрывались недюжинная сила и решительность, казалось, созерцал происходящее с обескураживающим спокойствием. Не дав Гарри возможности задать какие-либо вопросы, джентльмен попросил его подождать минутку. Неожиданным жестом он вытащил из кармана мобильный телефон, что было столь же неожиданным контрастом, как и его присутствие там. Он позвонил кому-то, пока молодой человек наблюдал за ним. «Подойди сюда, нам нужно поговорить», — сказал он в трубку. Прошло не более 10 минут, и перед домом остановилась машина. Франк вышел из машины с выражением удивления и растерянности на лице. «Что ты делаешь в моем доме?» — недоверчиво спросил он, увидев стоявшего там кассира. «Заткнись, Франк», — перебил старик с такой властностью, что Гарри отступил на шаг назад, удивленный тоном, которым говорил этот, казалось бы, хрупкий джентльмен. Именно тогда разыгралась настоящая драма, когда старик признался, что он отец Франка и настоящий владелец супермаркета. В его спокойном голосе чувствовалась властность, которую невозможно было оспорить. «Знаешь ли ты, что я ходил в супермаркет в одном подгузнике, и никто не сделал ничего, чтобы помочь мне, кроме этого человека, сидящего прямо здесь? А как же наш вчерашний разговор о том, чтобы сделать магазин добрее и гостеприимнее?» — сказал старик. Реакция сына была оборонительной, почти детской. «Но, папа, они же идиоты». Ответ был незамедлительным и резким. «Ты тот идиот, который не может управлять моим бизнесом, не доводя его до краха. Ты уволен, сынок, и ты, молодой человек, займешь его место». Шок от этого открытия отразился на лицах кассира и теперь его уже бывшего начальника. Франк со своей стороны был в ярости. Его лицо исказилось от гнева и недоверия. Он попытался возразить, повысив голос в знак протеста, но был решительно прерван своим отцом. На следующий день Гарри в сопровождении мистера Артура вошел в заведение со смесью решимости и нервозности. Любопытные взгляды быстро сменились выражением шока и недоверия, когда пожилой мужчина, в котором все узнали вчерашнего джентльмена в подгузнике, был официально представлен как Артур, отец Франка и настоящий владелец супермаркета. Откровение о том, что кассир, которого когда-то недооценивали и унижали, теперь новый директор, всех потрясло. При поддержке Артура Гарри изложил свое видение будущего рынка. Он с энтузиазмом говорил о более благоприятной рабочей обстановке и обслуживании клиентов, которые превзошли все ожидания. По мере того, как недели превращались в месяцы, первоначальное недоверие сменилось растущим признанием лидерства Гарри. Под его руководством рынок претерпел значительные изменения. Полки всегда были заполнены, проходы между стеллажами были чистыми, а сотрудники теперь искренне улыбались, что отражало созданную позитивную атмосферу. Размышляя о своем путешествии, Гарри не мог не восхищаться тем, как далеко он продвинулся благодаря своей доброте и смелому решению помочь пожилому человеку, оказавшемуся в беде. Этот акт сострадания не только изменил его жизнь, но и доказал, что доброта и сочувствие действительно могут изменить мир вокруг нас. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.